Что живет в канализации под вашим городом? Вы уверены, что знаете ответ? В 2014 году под Лондоном нашли жировую пробку весом больше 100 тонн, внутри которой оказались человеческие останки. В Нью-Йорке рабочие столкнулись со существом, которое двигалось, дышало и не поддавалось никакой классификации. А в московских коллекторах обнаружили целые жилые комнаты с мебелью, едой и людьми, которые не хотели выходить на поверхность. Добро пожаловать в список самых жутких находок, которые когда-либо извлекали из канализационных тоннелей по всему миру. В сентябре 2009 года бригада ремонтников вскрыла люк в центре Чикаго и обнаружила под ним не канализационный коллектор, а целый подземный город. Тоннели уходили в стороны на сотни метров, стены были покрыты слоем копоти, а на полу лежали газеты с датами 30-х годов прошлого века. Но самым странным была не сама система, а следы недавнего присутствия людей. Это оказалась часть системы пневматической почты, о которой городские службы официально забыли еще в 43. Консервные банки с остатками еды, спальные мешки, самодельные светильники из жестяных банок с фитилями. Кто-то жил здесь совсем недавно. Городские власти замуровали вход в течение 48 часов, не дав журналистам спуститься внутрь. Под Парижем история еще глубже, буквально. Французская столица стоит на 9 уровнях подземных тоннелей, и официально задокументированы только 3 верхних. В 1983 году группа спелеологов провалилась сквозь прогнившее перекрытие и оказалась на уровне, которого не было ни на одной карте. Стены были сложены из камня явно более раннего периода, чем официальная постройка парижских катакомб. Среди камней они нашли деревянные ящики с латинскими надписями и металлические инструменты, которые эксперты впоследствии датировали примерно 12 веком. Кто строил эти тоннели за 500 лет до официального создания канализационной системы Парижа, до сих пор неизвестно. Дверь была заложена кирпичом изнутри, то есть кто-то закрыл ее, находясь по другую сторону. Когда стену вскрыли, за ней оказалось помещение площадью около 20 квадратных метров. В Токио в 2006 году при плановой проверке насосной станции техник обнаружил замурованную дверь в боковой стене коллектора. На столе стояла посуда, на стене висели рисунки. Детские, выполненные карандашом. По заключению криминалистов, рисунки были сделаны примерно в период с 60 по 70-й год. Никаких документальных свидетельств о том, кто находился в этой комнате и как выбрался из нее, найти не удалось. Бухарест хранит один из самых тяжелых секретов. В 90-е годы после распада режима Чаушеску под городом сформировалось целое подземное сообщество из детей-беспризорников. К 2000 году в канализационных тоннелях под центром города жили постоянно от 300 до 500 человек. Когда городские службы впервые провели полноценную проверку в 2002 году, они нашли разветвленную социальную структуру со своими лидерами, зонами влияния и даже примитивными рынками обмена. На стенах тоннелей были нанесены метки, обозначавшие территорию. Часть тоннелей была оборудована системой предупреждения о приближении посторонних. Веревки с жестяными банками, натянутые поперек прохода. Люди прожили под землей больше 10 лет, и городская администрация официально не знала об их существовании. В Лос-Анджелесе под руслом реки Лос-Анджелес проходит система ливневых коллекторов длиной более 800 километров. В 2017 году при расчистке одного из узловых тоннелей рабочие наткнулись на металлический контейнер, приваренный к стене изнутри. Контейнер вскрыли болгаркой. Внутри находились 72 папки с документами, завернутые в полиэтилен. Документы оказались финансовыми отчетами частной компании за период с 88 по 94 год. Имена в документах совпадали с именами нескольких человек, которые в свое время проходили по делам об организованной преступности. Федеральное бюро расследований изъяло материалы в течение нескольких часов после находки, и дальнейшая судьба документов публично не сообщалась. Каждый из этих случаев объединяет одно. Канализация оказалась не просто системой труб, а пространством, в котором люди прятали то, чему не было места на поверхности. Документы, жизни, тайны и целые эпохи, о которых официальная история предпочла забыть. В марте 2011 года насосная станция в пригороде Детройта перестала работать. Техник, спустившийся проверить фильтры, обнаружил, что входная решетка забита. Когда он расчистил засор, выяснилось, что трубу заблокировали волосы. Человеческие, спрессованные в плотный ком весом около 8 килограммов. Криминалистическая экспертиза установила, что волосы принадлежали не менее чем 12 разным людям. Полиция проверила все парикмахерские и салоны в радиусе 3 километров от станции. Ни одно заведение не сбрасывало отходы в эту систему. Дело закрыли без объяснений спустя 4 месяца. Лондонская канализация фиксирует криминальные следы регулярно. В 1998 году бригада обслуживания коллектора под районом Саутварк нашла в тоннеле пластиковые пакеты, привязанные к трубам проволоки. В пакетах находились части человеческого тела, руки и ступни, аккуратно отделенные в суставах. Судмедэксперты определили, что останки принадлежат мужчине примерно 35 лет, и что разделение было произведено профессиональным инструментом, предположительно хирургическим.
Личность жертвы установили только через 7 лет. Им оказался гражданин Румынии, числившийся пропавшим без вести с 1996 года. Исполнителя так и не нашли. В Сан-Паулу в 2014 году при прокладке новой ветки канализации строители вскрыли старый коллектор постройки начала 20 века. Внутри на протяжении примерно 40 метров стены были покрыты темно-бурым налетом, который первоначально приняли за ржавчину или грибок. Лабораторный анализ показал, что это высохшая кровь. Человеческая группы 0,1. Концентрация была настолько высокой, что эксперты оценили общий объем крови, попавший в этот участок тоннеля, не менее чем в 150 литров. Исторические архивы установили, что в период с 920 по 932 год в квартале над этим коллектором располагалась городская бойня. Но официальные документы бойни фиксировали только скот. Никакого объяснения человеческой крови в архивах найдено не было. Чикагская полиция в 2003 году получила анонимный звонок с указанием конкретного адреса коллектора на северной стороне города. Оперативная группа спустилась в тоннель и прошла около 120 метров вглубь. На развилке двух труб они обнаружили металлическую клетку размером примерно метр на метр, прикрепленную к стене болтами. Внутри клетки находились личные вещи, документы, фотографии, ключи, телефоны, все в полиэтиленовых пакетах, аккуратно подписанных маркером. Вещи принадлежали 9 разным людям. 7 из них числились пропавшими без вести в период с 98 по 2002 год. 2 в базах данных не значились вообще. Клетка была установлена здесь явно не для хранения. Об этом свидетельствовали следы веревок на прутьях и характерные царапины на внутренней поверхности металла. В Москве в 2018 году при плановой промывке коллектора в районе Таганки водяная пушка высокого давления вытолкнула из боковой трубы небольшой сверток в клеен. Рабочий, который его поднял, сразу вызвал полицию. Сверток был слишком тяжелым и слишком правильной формы. Внутри оказался человеческий череп с остатками мягких тканей и нижняя челюсть. Судмедэксперты установили, что останки принадлежат женщине в возрасте от 25 до 35 лет и что смерть наступила не менее чем за 3 года до обнаружения. Канализационная труба, из которой вытолкнули сверток, вела к жилому дому. Полиция проверила всех жильцов. Личность жертвы не была установлена. Канализация не лжет, она только хранит. Все, что люди бросают вниз в расчете на то, что вода унесет это навсегда, рано или поздно застревает в трубах и ждет, пока кто-нибудь не спустится достаточно глубоко. В 2009 году инженеры водоканала Северной Каролины опустили в коллектор под городом Роли инспекционную камеру. Запись, которую она передала на поверхность, облетела весь интернет за 48 часов. На экране было видно существо. Бесформенная пульсирующая масса розово-серого цвета, прикрепленная к стенке трубы. Она сжималась и расширялась с равномерной периодичностью, как будто дышала. Размер образования составлял около полуметра в диаметре. Биологи из Университета Северной Каролины идентифицировали существо как колонию трубчатых червей. Олигохет, которые в условиях закрытого пространства и постоянной влажности образуют единый живой организм. Колония была живой, реагировала на свет камеры и сокращалась при приближении объектива. Официальное объяснение успокоило не всех. Слишком синхронными были движения, слишком правильная форма. Нью-Йоркские крокодилы — это история, которую принято считать городской легендой. Но в 1935 году газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала заметку с конкретными именами и адресом. Группа подростков с улицы 123 вытащила из канализационного люка аллигатора длиной около 1,5 метра. Животное было живым и агрессивным. Его забили лопатами прямо на тротуаре. Зоологи объяснили появление рептилии просто. Так, в 30-е годы состоятельные жители Флориды привозили детенышей аллигаторов в качестве экзотических питомцев, а когда те вырастали, спускали в унитаз. В теплых коллекторах Манхэттена некоторые из них выживали. В 2010 году при расчистке тоннеля под Центральным парком рабочие обнаружили скелет рептилии длиной около 2 метров. Кости были свежими. Животное погибло не более чем за год до находки. Во французском Лионе в 1987 году канализационный рабочий по имени Жак Маро не вышел на поверхность после планового осмотра участка коллектора. Поисковая группа нашла его через 3 часа в боковом отводе трубы, живого, но в состоянии острого шока. Маро не мог говорить 2 суток. Когда речь вернулась, он описал существо, которое встретил в тоннеле, крупное, передвигавшееся на 4 конечностях, с белесой кожей, без шерсти и очень большими глазами. По его словам, существо не напало, а просто смотрело на него из темноты несколько минут, после чего ушло в боковой тоннель. Психиатр зафиксировал показания и поставил диагноз: острая стрессовая реакция на столкновение с крупным животным в замкнутом пространстве. Каким именно животным в документах не уточнялось. В токийской канализации в 2014 году инспекционный робот зафиксировал в тоннеле следы. Отпечатки были похожи на человеческие ступни, но размер каждого следа составлял около 45 сантиметров в длину, а расстояние между шагами почти 1,5 метра. Ну что, вы уже проверили свою канализацию на наличие мрачных секретов? Если хотите развеять страхи и открыть для себя все самые популярные нейросети по одной подписке, загляните на playprofit.com.
Только сегодня при регистрации по ссылке в описании вас ждет бонус в 500 токенов. Не упустите шанс. Следы шли по дну тоннеля на протяжении 70 метров и обрывались у вертикальной шахты технического доступа. Городские службы официально объяснили находку деформации ила под давлением воды. Независимые эксперты, которым показали запись, с этим объяснением не согласились. Деформация от давления воды не создает равномерных отпечатков с четкими пальцами. В мексиканском городе Гвадалахара в 2016 году местные жители начали жаловаться на звуки из канализационных решеток. Низкий равномерный гул, слышимый по ночам. Городские службы опустили в коллектор микрофоны. Запись показала звук, который акустики описали как ритмичные вокализации биологического происхождения. Источник звука двигался. Он фиксировался последовательно на разных участках системы. Когда в тоннель спустили инспекционную камеру, она передала изображение крупной змеи длиной не менее 4 метров. Пресс-служба водоканала идентифицировала ее как тигрового питона, вероятно, сбежавшего или выпущенного владельца. Поймать змею не удалось. Через 2 недели звуки прекратились сами собой. Под Венским оперным театром в 2012 году прорвало трубу. Сантехники вскрыли пол технического коридора и обнаружили под ним кирпичный свод высотой около 2 метров, незадокументированное помещение которого не было ни на одном архитектурном плане здания. Комната имела прямоугольную форму примерно 6 на 8 метров и была абсолютно сухой. На каменном полу стояли деревянные стулья, 8 штук, расставленных полукругом. В центре полукруга лежал музыкальный инструмент. Лютня, сохранившаяся настолько хорошо, что эксперты поначалу приняли ее за современную копию. Датировка показала 18 век. На стенах были вырезаны ноты, несколько тактов мелодии, которую музыковеды не смогли идентифицировать ни с одним известным произведением эпохи. Кто собирался в этой комнате, зачем и как туда попадал, ответов нет до сих пор. В Санкт-Петербурге в 2017 году при реконструкции канализационной сети в центральной части города рабочие наткнулись на металлическую дверь в стене коллектора. Дверь была советского производства. Характерные петли и замок типа, который использовался в период с 50 по 70 год. За дверью оказался коридор длиной около 20 метров, ведущий в комнату с низким потолком. На металлических стеллажах вдоль стен стояли картонные коробки, запаянные в полиэтилен. В коробках находились документы с грифом, который юридически перестал существовать в 1991 году. Федеральная служба безопасности прибыла на место в течение 2 часов. Рабочих попросили покинуть объект. Официального комментария по содержимому комнаты не последовало. В Барселоне городская канализация частично проходит через фундаменты зданий, построенных еще в римский период. В 2008 году археологи, работавшие совместно с городскими службами, обнаружили в одном из таких участков замурованный проход. Закладкой толщиной около 40 сантиметров находилась комната с мозаичным полом, типичная для позднеримского периода, примерно 3-4 век нашей эры. Мозаика изображала сцену, которую исследователи интерпретировали как ритуальное жертвоприношение. В центре изображения находилась фигура в темном одеянии над распростертым телом. По периметру комнаты в полу было вырублено 8 углублений круглой формы, предположительно для сосудов. Органические остатки в углублениях при анализе показали следы крови животных и растительных маток. Комната была намеренно замурована, судя по технике кладки, в период не позднее 5 века. В Чикаго в 1992 году при прокладке новой ветки коллектора строительная техника пробила стену и открыла пространство, которое геодезисты не зафиксировали ни в одном предварительном исследовании грунта. Помещение имела куполообразный потолок и площадь около 30 квадратных метров. Стены были покрыты слоем воска толщиной в несколько сантиметров, как будто здесь на протяжении многих лет горело огромное количество свечей. В центре комнаты находился каменный стол с желобами по краям, ведущими к отверстию в полу. Конструкция однозначно идентифицировалась как жертвенник. Городские службы засыпали помещение бетоном в течение 3 дней, мотивируя это угрозой обрушения грунта. Ни один историк или археолог к объекту допущен не был. В Стамбуле канализационная система уходит корнями в византийский период. В 2015 году при обследовании одного из древних коллекторов под районом Султан-Ахмед водолаз обнаружил затопленную камеру примерно в 3 метрах ниже уровня основного тоннеля. В камере стояли мраморные саркофаги. 3 штуки без опознавательных знаков и надписей. Крышки были запечатаны свинцовыми полосами. Турецкий департамент культурного наследия вскрыл один саркофаг. Внутри находились завернутые в истлевшую ткань кости и небольшой золотой медальон с изображением, которое специалисты отказались комментировать публично. 2 оставшихся саркофага вскрывать не стали. Официальная причина — недостаточное финансирование дальнейших раскопок. В 2003 году полиция Лас-Вегаса получила сообщение о человеке, который уже несколько дней сидит у канализационного люка на Фримонт-стрит и не уходит. Когда офицеры подошли, мужчина объяснил, что живет внизу и пришел за вещами. Полицейские спустились следом и оказались в разветвленной системе ливневых коллекторов, где обитали десятки людей. У каждого было свое место. Обозначенное, обустроенное, с личными вещами. Один мужчина жил там 7 лет. У него был матрас, полка с книгами, будильник и консервный нож, привязанный к трубе веревкой, чтобы не потерять. Он знал расписание дождей наизусть. При сильных осадках вода в коллекторах поднимается за минуты, и промедление означает смерть.
За годы существования этого подземного сообщества несколько человек погибли именно так, не успели выбраться во время ливня. К 2020 году, по оценкам социальных служб Невады, в канализационных тоннелях под Лас-Вегасом постоянно проживало от 800 до 1000 человек. Это не бродяги, случайно нашедшие укрытие, это сформировавшееся сообщество со своими правилами, иерархией и даже адресами. Жители тоннелей знали друг друга по именам, делили еду и предупреждали об опасности. Часть из них имела работу на поверхности и возвращалась вниз только ночевать. В Бухаресте история подземных жителей началась значительно раньше и оказалась значительно страшнее. После падения режима Чаушеску в 1989 году тысячи детей оказались на улице. Государственные детские дома закрывались, семьи распадались, социальной системы фактически не существовало. Дети начали спускаться в канализацию под центром города. Там было теплее, чем на улице, и безопаснее, чем в заброшенных зданиях. К середине 90-х под Бухарестом сформировалось целое поколение людей, выросших под землей. Их лидером стал мужчина по имени Брус Флорин Чокою, который сам попал в тоннели ребенком и к 30 годам контролировал несколько километров подземных ходов. Он устанавливал правила, разрешал конфликты и договаривался с полицией о негласном перемирии. Когда журналисты впервые получили доступ в тоннели в 98 году, они обнаружили людей с татуировками, обозначавшими подземный статус, самодельными светильниками из автомобильных аккумуляторов и четкой системой распределения территорий. Часть жителей никогда не поднималась на поверхность неделями. В Киеве в 2008 году при проверке теплотрассы под Подолом рабочие обнаружили в техническом коридоре пожилую женщину. Ей было на вид около 70 лет. Она не была напугана и не пыталась бежать. Она предложила рабочим чай. На небольшом участке трубопровода она обустроила жилье. Кровать из досок с поролоновым матрасом, стол, табурет, керосиновую лампу и небольшой запас продуктов. На стене висела икона. Женщина объяснила, что живет здесь 3 года после того, как лишилась квартиры. Документов при ней не было. Социальные службы попытались определить ее в приют, но через 2 недели она снова исчезла. Повторно ее не нашли. В Улан-Баторе зимой температура опускается до минус 40 градусов. Городская канализация и теплотрассы становятся единственным местом, где можно выжить без жилья. По данным монгольских благотворительных организаций, в 2015 году в подземных коммуникациях города зимовало около 4000 человек. Значительную часть из них составляли дети. Местные жители называют их нахой хухэт. Дети собак. Они живут группами, греются у труб горячего водоснабжения и выходят на поверхность только днем. Городские службы регулярно проводят облавы перед официальными праздниками, чтобы очистить центральные тоннели. После каждой облавы люди возвращаются, потому что идти им больше некуда. Канализация под каждым крупным городом мира — это не просто инфраструктура. Это параллельное общество, живущее по собственным законам в нескольких метрах под асфальтом. В октябре 2006 года канализационная бригада в Гамбурге вскрыла засоренный коллектор под портовым районом и обнаружила внутри трубы металлический цилиндр диаметром около 20 сантиметров и длиной примерно полметра. Цилиндр был запаян с обоих концов и покрыт слоем ила, который эксперты оценили как минимум в 10-летние осады. Внутри находились стеклянные ампулы с прозрачной жидкостью, 37 штук, упакованные в вощеную бумагу. Химический анализ показал, что жидкость представляет собой органическое соединение, которое лаборатория Федерального ведомства здравоохранения отказалась идентифицировать публично. Цилиндр был изъят представителями ведомства в тот же день. Бригадир бригады дал интервью местной газете, после чего интервью было удалено со сайта издания, а сам он от дальнейших комментариев отказал. В Мехико в 2011 году при расширении канализационной сети под историческим центром города экскаватор вскрыл участок грунта и обнажил керамические сосуды. 22 сосуда, закопанных на глубине около 4 метров правильным кругом диаметром примерно 3 метра. Каждый сосуд был запечатан смолой. Внутри находилась земля, обычная земля, без каких-либо артефактов или органических остатков. Археологи из Национального института антропологии определили возраст сосудов как ацтекский период, приблизительно 15 век. Ритуальное значение захоронения земли в запечатанных сосудах не соответствует ни одному известному ацтекскому обряду, зафиксированному в исторических источниках. Что именно хранила эта земля и почему ее прятали, объяснения нет. В Сиднее в 2016 году техник, обслуживающий насосную станцию в районе Глиб, заметил в смотровом колодце предмет, застрявший на решетке. Предмет оказался детским ботинком, кожаным, ручной работы, размером примерно на 3-летнего ребенка. Датировка материала показала период от 80 до 100 лет. Внутри ботинка находилась сложенная бумага. Записка, написанная карандашом на английском языке. Текст записки власти не раскрыли, сославшись на то, что она является частью открытого полицейского расследования. Расследование было закрыто через 8 месяцев без публичных результатов. Местный историк, которому удалось сфотографировать ботинок до его изъятия, написал в своем блоге, что записка содержала имя и адрес. Блог был удален через несколько дней после публикации. В Праге в 1997 году при ремонте средневекового коллектора под старым городом рабочие нашли в нише стены небольшую фигурку из обожженной глины. Фигурка изображала человека с непропорционально большой головой и вытянутыми конечностями. На спине
спине фигурки были вырезаны знаки, которые специалисты по средневековой символике идентифицировали как каббалистические. По историческим данным, именно в этом квартале в 16 веке находился еврейский район Праги. И именно здесь, согласно легенде, раввин Лев создал голема. Фигурка была передана в городской музей, где пролежала в запасниках 12 лет. В 2009 году сотрудник музея обнаружил, что фигурка исчезла из инвентарных записей. Физически она при этом никуда не делась, просто перестала числиться в документах. В Детройте в 2019 году при обследовании заброшенного участка канализационной сети в восточной части города инспекционная камера зафиксировала на дне тоннеля россыпь небольших предметов. Когда рабочие спустились, они собрали около 40 зубов. Человеческих, молочных и коренных, принадлежавших явно разным людям разного возраста. Зубы лежали аккуратной кучкой, как будто их положили туда намеренно, а не смыло водой. Судебно-медицинская экспертиза не выявила следов насилия. Все зубы были удалены чисто, без повреждений корней. Полиция не смогла установить ни источник, ни время появления зубов в тоннеле. Дело отнесли к категории необъясненных находок и закрыли без дальнейшего расследования. В августе 2014 года жители квартала Уайтчепел в Лондоне начали жаловаться на запах. Необычный канализационный запах, другой сладковатый и тяжелый, который не исчезал даже при закрытых окнах. Коммунальные службы вскрыли коллектор под Уайтчепел-Роуд и обнаружили то, что впоследствии назвали жировой горой. Монолитный пласт затвердевшего жира, пищевых отходов и влажных салфеток длиной 250 метров и весом 130 тонн. Это был крупнейший засор в истории лондонской канализации. Бригада из 8 человек разбивала его вручную кирками на протяжении 3 недель. Внутри монолита, на глубине примерно в центре пласта, рабочие нашли человеческую берцовую кость. Одну без других останков. Полиция провела анализ. Кость принадлежала взрослому мужчине и пролежала в жировом пласте не менее 5 лет. Как она туда попала, установить не удалось. В Неаполе летом 2008 года запах из канализационных решеток в историческом центре стал настолько сильным, что несколько туристических агентств перенесли маршруты в обход целых кварталов. Городские службы обнаружили причину через неделю. В главном коллекторе под Виа-трибунале застряли останки не менее 12 свиных туш. Туши были сброшены в систему намеренно через несколько разных люков одновременно, что указывало на организованное действие. Полиция связала произошедшее с деятельностью местной мафиозной группировки. Подобный способ избавления от улик использовался в регионе с 90-х годов. Органические остатки животных в закрытой системе разлагаются быстро и полностью, не оставляя идентифицируемых следов. Следователи отметили в протоколе, что та же схема применима и к человеческим останкам. В Чикаго в 2002 году жители многоквартирного дома на Вестполк-стрит вызвали аварийную службу из-за запаха, проникавшего через сливные отверстия в пол. Сантехники проверили внутреннюю систему дома и не нашли причины. Городская бригада спустилась в коллектор под улицей. В боковом отводе трубы диаметром около 60 сантиметров они обнаружили тело мужчины. Он застрял в трубе, протиснувшись в нее головой вперед, и не смог выбраться. Судмедэксперты установили, что смерть наступила от асфиксии. Мужчина задохнулся, застряв в трубе. По документам он значился пропавшим без вести за 9 месяцев до обнаружения. Почему он полез в трубу диаметром 60 сантиметров и как именно туда попал, следствие не установило. В Гонконге в 2017 году при обследовании коллектора под деловым районом Централ инспекционная камера зафиксировала в тоннеле необычное препятствие. Когда рабочие добрались до этого места, они обнаружили, что все пространство трубы на протяжении около 8 метров заполнено мертвыми крысами. Не просто скопление, плотная масса из нескольких сотен тел, спрессованная течением воды. Ветеринарная служба взяла образцы и установила, что все животные погибли примерно в одно время от острого отравления. Источник отравляющего вещества в системе найден не был. Примечательно другое. Крысы двигались в одном направлении к выходу из тоннеля и погибли все одновременно на одном участке. Что именно гнало их из глубины системы, неизвестно. В Санкт-Петербурге в 2021 году бригада технического обслуживания работала в коллекторе под Петроградской стороной. Один из рабочих заметил в нише стены предмет, завернутый в промасленную ткань. Внутри оказались человеческие останки. Кисти рук обеих, отделенные в запястьях и завернутые вместе. Судмедэкспертиза установила, что останки принадлежат мужчине примерно 40 лет и пролежали в тоннеле от 2 до 4 лет. Характер среза на костях указывал на использование инструмента с мелким зубом, предположительно ножовки по металлу. Личность так и не была установлена, так совпадений с базой данных пропавших без вести найдено не было. Уголовное дело возбудили и приостановили в течение 1 года. В ноябре 2005 года полиция румынского Бухареста получила сообщение от социального работника, который не смог выйти на связь после планового посещения подземного сообщества. Поисковая группа из 6 офицеров спустилась в главный коллектор под площадью Унирии и прошла около 300 метров вглубь системы. То, что они обнаружили, не совпадало ни с одним из предыдущих отчетов о подземных жителях Бухареста. Тоннели были обжиты на протяжении нескольких километров. Но это было не стихийное жилье бездомных, это была организованная структура. Стены на развилках были помечены символами,
символами, обозначавшими направление и территории. На трубах горячего водоснабжения висели самодельные светильники. В нескольких камерах стояли койки, сколоченные из деревянных поддонов. На одной из стен была нарисована углем карта. Подробная, с обозначением всех входов и выходов, насосных станций и затопляемых участков. Социального работника нашли живым в одной из дальних камер. Он не был ранен, но отказывался уходить. Говорил, что должен закончить работу. Его вывели силой. Среди жителей тоннелей в тот день полицейские насчитали 31 человека. 19 из них были детьми. Самому младшему на вид было не больше 6 лет. Дети не пытались бежать и не выглядели испуганными. Они смотрели на полицейских спокойно, как смотрят на чужих людей, зашедших в чужой дом. Лидер сообщества, Флорин Чокою по прозвищу Брус, встретил офицеров у входа в центральную камеру. Ему было около 35 лет. Он сам вырос в этих тоннелях, попав сюда ребенком после закрытия государственного детского дома в 1991 году. За 15 лет он создал под землей систему, которой не существовало на поверхности, с правилами, защитой и иерархией. Он знал каждого ребенка по имени и знал, почему каждый из них оказался внизу. Полиция составила протокол и ушла. Официальных действий по выселению не последовало. Городские власти не имели юридического механизма для работы с людьми, которые технически не нарушали никаких законов, находясь в муниципальной собственности. Журналисты получили доступ в тоннели в 2006 году. Репортаж румынского телевидения показал детей, которые никогда не ходили в школу, не имели документов и не знали своих фамилий. Некоторые из них родились под землей, то бишь буквально в этих тоннелях, от матерей, которые сами выросли здесь. Это было уже второе поколение подземных жителей. Медицинское обследование, проведенное благотворительной организацией в 2007 году, выявило у большинства детей туберкулез, поражение печени от употребления аурума, дешевого растворителя, которым злоупотребляли в тоннелях, и нарушение зрения от постоянного пребывания в темноте. Несколько детей имели травмы, характерные для систематического физического насилия. Источник насилия установить не удалось. Флорин Чокою умер в 2020 году от сердечной недостаточности. Ему было около 50 лет. Его похоронили на городском кладбище Бухареста. Да, это были первые официальные похороны человека, прожившего большую часть жизни без документов. Свидетельство о рождении ему выдали только в 2012 году. Через 21 год после того, как система перестала о нем заботиться. После его смерти сообщество в тоннелях не исчезло. По данным румынских социальных служб, на 2023 год под Бухарестом по-прежнему живут люди. Точное число неизвестно. Никто не ведет учет тех, кого официально не существует. Каждый год в мире бесследно исчезают тысячи людей, которых так и не находят. Часть из них, по статистике криминалистических служб нескольких стран, вероятно, находится в канализационных системах, живыми или нет. Проблема в том, что большинство городских канализационных сетей не обследовалось полностью ни разу за все время существования. Лондонская система строилась с 1850 года и имеет участки, в которые человек не спускался более 100 лет. Парижские катакомбы официально нанесены на карту примерно на 40%. Нью-Йоркская сеть насчитывает около 10 тысяч километров труб, и городские службы признают, что точными картами располагают только для верхних уровней. Это означает, что все найденное — кости, комнаты, живые люди, существа, документы — это только то, на что случайно наткнулись при плановых работах. Целенаправленных поисков никто не проводил. В 2018 году американская организация по изучению пропавших без вести провела анализ нераскрытых дел за последние 30 лет в 12 крупных городах. Вывод был однозначным. В каждом городе есть случаи исчезновений, географически привязанные к канализационным узлам. Люди пропадали в радиусе 100 метров от крупных коллекторных люков. Совпадение это или закономерность? Официального ответа нет. Канализационный рабочий в среднем проводит под землей от 3 до 6 часов в день. По данным профессиональных объединений коммунальщиков, в разных странах примерно каждый четвертый из них хотя бы раз за карьеру сообщал о необъяснимой находке, предмете, звуке или существе, которое не вписывалось в стандартный рабочий отчет. Большинство таких случаев не документируется, потому что рабочие знают, никто не будет проверять, и лишние вопросы только создадут проблем. В 1999 году в Осаке пропал канализационный техник по имени Кензи Уэда. Он спустился один для проверки насосного оборудования и не выпал. Поисковая операция длилась 4 дня и охватила несколько километров тоннелей. Уэду не нашли. Ни живым, ни мертвым. Его инструменты обнаружили аккуратно сложенными у стены тоннеля в 200 метрах от точки входа. Каска лежала рядом. Это единственная деталь, которая не имеет объяснения. Человек не снимает каску и не складывает инструменты перед тем, как упасть или потерять сознание. Так что живет внизу, под асфальтом, в темноте, в нескольких метрах от городской жизни. Ответ, который следует из всего задокументированного: все что угодно. Люди, которым некуда идти. Животные, которых туда выбросили. Тайны, которые намеренно спрятали. Останки тех, кого не искали достаточно тщательно. И что-то, для чего у официальных служб пока нет подходящей категории в отчетных документах. Последний задокументированный случай, который так и остался без объяснения, это запись инспекционной камеры из канализационного тоннеля под Манчестером, сделанная в 2022 году. На записи видно, как камера движется по тоннелю и в какой
какой-то момент что-то в темноте впереди отступает, быстро, на 2 конечностях, и скрывается в боковом отводе. Запись длится 4 секунды. Городские службы Манчестера официально классифицировали объект на записи как крупную крысу. Размер объекта на записи составляет около 1,5 метра.